Эх, Гоша, надеюсь, что когда-нибудь я все-таки доживу до второй пары мониторов в своей домашней студии. Друзья, именно вот с этого обращения к моему дорогому оператору я и хочу начать сегодняшний ролик. Ведь в гостях на канале «Давай запишем» настоящий мастодонт Mackie Big Nub Studio Plus. А что это такое? Сейчас вместе с вами и узнаем. Поехали! Сразу небольшой спойлер. Это мониторный контроллер. И немного формальностей. Что же такое мониторный контроллер? По сути, это вот такой небольшой командный пункт управления рейсами. Ваш аудиоинтерфейс, ваши мониторы. Особенно если вы звукорежиссер, который уже дорос до работы сразу с несколькими парами мониторинга. К слову о нескольких парах. Вот с помощью этой самой малышки, это старшая модель, вы сможете работать с 3 парами мониторов. Это могут быть, например, 2 пары ближнего-среднего поля действия, и 3 пара — это небольшая колоночка под шит-контроль. Помимо мониторного контроллера, Big Nub Studio является и внешним аудиоинтерфейсом. По сути, это такая карта формата 2:4, но с монструозно развитой инфраструктурой. Давайте смотреть вместе поближе. Включим. О, лампочки загорелись, стало сразу красивее. Итак, давайте разбираться по порядку. Здесь, в принципе, все стандартно. Есть панель с входами, есть панель с выходами управления, я это имею в виду. Первые 2 канала, они оборудованы микрофонными преампами Onyx. Это нас отсылает вот к этому аудиоинтерфейсу. Вы все его, наверное, помните. У нас на канале есть обзор. Кстати, если не смотрели, то будет наверху сейчас ссылочка. Кликайте, смотрите. Те же самые преампы, которые ставят они и в свои аудиоинтерфейсы, Mackie поставили и сюда. Так что можно без проблем писать, что вы захотите. Будет управление громкостью на каждом канале. Естественно, их можно активировать. И их нужно активировать, если вы с ними работаете. Допустим, сейчас у меня активны все входы. Это и 1, 2 канал, 3, 4, 5, 6. И, естественно, то, что у нас будет приходить по USB. Ну, это либо плейбэк, либо то, что вы слышите, когда сводите. Есть небольшое управление каналами 1 и 2, подача фантомки, чтобы работать с конденсаторным микрофоном, разделение по панораме, то есть либо у вас 1 и 2 канал будут раскинуты по ушам, либо они будут в моно по центре. Усиление есть также и для 3, 4, и для 5, 6 входа. Зачем так много входов? Бывает иногда, что нужно подключить сразу несколько источников. Возможно, это будут несколько компьютеров. Вот. Вдруг у вас несколько компьютеров, вы хотите их все соединить сюда. Возможно, вы подключите сюда какой-нибудь мультимедийный проигрыватель, который бы вы хотели слышать в своих мониторах. Поехали дальше. Кьюшки. Кьюшки и мониторные функции. Вот это, кстати, очень здорово. Но мониторные функции я имею в виду не те, которые есть у вас, как у звукорежиссера, а те, которые есть у ваших музыкантов. Допустим, у вас домашняя студия, у вас есть небольшая тон-комнатка в другом месте, и у вас есть музыканты. Здесь есть несколько разъемов. Кстати, давайте посмотрим на картинку, ведь так будет легче. Смотрите, здесь есть несколько разъемов. Нас интересует AUX и нас интересует Q-in. В чем прикол? Если вы пишетесь, допустим, используете микшер большой или используете аудиоинтерфейс и хотите собирать какой-то определенный звук, так называемый микс мониторный, и посылать его именно к вашим исполнителям, вы можете пользоваться Q-шкой. Здесь вы вставляете AUX Mix в виде источника. Значит, AUX входы у вас забирают звук на мониторинг. И далее все это уходит по выходу Studio Outs. Что это за выход? Это выход с усилением небольшим, который нужно подключить. Главным образом, скорее всего, вы его будете подключать к сплиттеру под наушники и, естественно, к усилителю под наушники. Музыкант, который сидит в студии, берет наушники, нахлобучивает,
подключается к сплиттеру и слышит тот микс, который вы ему послали. Что очень интересно, можно посылать еще другие источники, в частности USB 3.4 можно закинуть, и, ну, это такой плейбэк, который вы можете назначить у себя в цифровой рабочей станции. Также, что интересно, здесь есть регулировка соотношения нулевого мониторинга, вернее, мониторинга с нулевой задержкой. Можно вращать и добиваться самых нужных соотношений, чтобы исполнителю было комфортно играть. Что дальше у нас есть? Два усилителя под наушники. И, друзья, вот здесь. Я специально помашу вот этой штукой, вот этими 250-омными байерами, потому что мы все оттестировали, и вот эта штука байера раскачивает. Так что можете не писать вопросы, можете не бояться, отрабатывает как надо. Естественно, у нас есть два разъема, они даны спереди корпуса. Собственно, и здесь с передней части продублирован вход 5.6, но в виде маленького джека, чтобы вы могли подключить, ну, либо телефон, либо планшет, какое-то миниатюрное устройство, к слову. Здесь небольшой роутинг, небольшая маршрутизация. Можно назначить, куда у нас, точнее, что у нас пойдет на наушнике. Либо Q шина, либо шина 2-track. Вот. Дальше Studio Outs, как я уже сказал, да, можно активировать, можно дезактивировать. Это посыл на мониторинг исполнителю. Далее у нас вот этот Big Volume Knob, черт подери, он такой прям очень приятно вращать. К слову, многие крутилки, они имеют стопор в нулевом положении, что не может не радовать. 3 мониторные функции. Это моно. Проверяем ваш трек на совместимость моно. Очень нужная вещь, порой ее не хватает. Дальше mute, чтобы замьютить весь контроль, если вы хотите, ну, допустим, поговорить по токбеку. И, конечно же, функция DIM, она дает фиксированное послабление вашему миксу. Например, чтобы проверить, как у вас качает бочка, вы слушаете с громкостью, с которой вы сводите, фиксированное послабление слушаете по-другому. И варьируете, естественно, что-то в своем сведении, исходя из того, что вы услышали. Дальше у нас усиление выхода. 3 пары выходов A, B, C. Каждому есть по индивидуальному регулятору. И далее есть токбэк. Управление усилением можно посылать либо на 2-track, либо на Q. Зажимаете, говорите, либо встроенный, либо, опять же, можно подключить микрофон к разъему XLR, который дан сзади, и использовать этот внешний микрофон в качестве микрофона для токбэка. Сзади, в принципе, все более-менее понятно. Удивило наличие футсвитча для токбэка. Это действительно довольно интересно, возможно, даже удобно, кто знает. И маршрутизация для записи. Вот это тоже довольно интересно. Вот этой кнопочкой рядом с USB-разъемом можно задавать либо на запись у вас пойдет напрямую первый, второй канал с усилителями Onyx, либо на запись у вас пойдет 2-track. То есть на него вы можете назначить любой вход. Ну, к примеру, вы оцифровываете винил и хотите, чтобы он у вас пошел на запись, но вы его подключили в 3-й и 4-й вход. Нажимаете кнопку, и звук идет. В принципе, вот эта штука имеет полное право заменить вашу привычную звуковую карту. Ну а что? Смотрите, на запись одновременно можно посылать до 2 каналов, воспроизводить до 4. По частотам дискретизации здесь 192 кГц на 24 бита. План также мы перевыполняем. Ну и, естественно, есть работа со стереоисточниками. Целых 4 стереоисточника сюда можно завести, включая, конечно же, USB. Ну, вернее, возврат по USB с компьютера. К слову о USB. Давайте подключим все это дело к компьютеру и посмотрим на драйвер. Чтобы начать работать с этим контроллером, но в качестве аудиоинтерфейса заходим на сайт Mackie, находим загрузки и скачиваем самый актуальный USB-драйвер. Естественно, устанавливаем, подключаем, перезагружаем, и вот запись у нас уже идет полным ходом. По роутингу сразу давайте посмотрим. У нас есть 2 входа и есть 4 выхода. Это очень здорово, можно запускать сразу независимо 2 какие-то стереодорожки, 2 стереоисточника с компьютера, с USB. Это круто. По поводу задержки. Здесь есть, как я уже говорил, есть аппаратный мониторинг без какой-либо задержки. Но если что, если вдруг,
то я вам предлагаю сейчас зайти в контрольную панель, а контрольная панель выглядит следующим образом. Попереключать размер буфера и понять, какую задержку выдает само устройство. К слову, контрольная панель выглядит следующим образом. Здесь можно поменять битность на 16 бит. Вот. Но остальное нам не очень интересно. Здесь есть управление громкостью. Вот такое, цифровое. Ну что, посмотрим на задержку. Раз уж это звуковая карта, то, думаю, нам следует что-нибудь с вами для примера записать. А помогут нам в этом наши друзья-музыканты. Сосед сверху помнит, как мы любили леса. Сосны знают, куда ходили мы. Были с новыми бестолковыми лицами. Снится мне, что я еду к маме, а между нами пусто. Река меняет русло, и вроде любовь возникла, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого. И прошлое вроде стихло, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать, друзья. Можно со мной не вспоминать о прошлом. Давний случай, где мы уже сами лавировали и ревновали каждому. Важно ли, что я еду к маме, а между нами пусто. Река меняет русло, и вроде любовь возникла, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого. И прошлое вроде стихло, но потекли слезы снова. Наверное, ты не привыкла еще целовать другого. Под конец немножечко вкусностей. С сентября этого года компания Mackie объявила аттракцион невиданной щедрости и раздает своим покупателям Pro Tools First с набором бесплатных плагинов, которые стоят более $500. Это повод задуматься. Опять же, если слишком много наворотов здесь для вас, то есть еще две версии из этой же серии Big Nub, но чуть-чуть попроще. Big Nub Studio просто, она на 2 выхода, и совсем маленькая такая пассивная коробочка. Выбирайте, что вам нужно, возможно, вы найдете железку для своих хотелок и для своей души. Это самое главное, друзья. Я с вами прощаюсь, ставьте лайк, если ролик пришелся по душе, подписывайтесь на канал, следите за обновлениями, впереди много нового, интересного и, конечно же, музыкального. И про аудио на канале давай запишем. Пока. Запустил. Бум-ба-бум. А у меня питания нет. Почему? Потому что у тебя не в розетке. О! Давай прям на камеру врублю ее тогда.